Привет, мои дорогие друзья! Спешу с вами поделиться вкусным шоколадным тортом. Такой тортик готовится максимально просто. Он прекрасен во всем, от шоколадного бисквита до воздушного и очень вкусного крема. Трудно удержаться и не съесть все сразу. Сначала приготовим шоколадный бисквит. Берем 4 яйца и добавляем к ним 100 грамм сахара. Перемешиваем миксером до однородности и ставим на водяную баню. Продолжаем взбивать до увеличения массы в 2-2,5 раза. Бисквит, приготовленный на прогретых яйцах, получится гораздо воздушнее. Масса заметно побелеет и станет вот такой пышной. Кстати, уже сейчас можно включить нагреваться духовку до 180 градусов. Снимаем с водяной бани и добавляем 80 грамм просеянной муки и 20 грамм какао. Аккуратно перемешиваем круговыми движениями до однородной массы. Форму застилаем бумагой для выпечки. У меня вообще квадратная форма без дна, поэтому я сразу ставлю ее на противень. Выливаем тесто и ставим в духовку на 30 минут при 180 градусах. Приглядывать за бисквитом не нужно, он и сам прекрасно справится с выпеканием. Для крема берем 200 грамм темного шоколада. Если у вас будет молочный, то тогда не добавляйте сахар. Растапливаем шоколад на водяной бане. Периодически перемешиваем. Как только шоколад растаял, снимаем с водяной бани и ставим на лед для охлаждения. Добавляем 90 мл молока и перемешиваем. Затем добавляем 350 мл жирных сливок и 20 грамм обычного сахара, 10 ванильного, или можно добавить ванилин. Немного взбиваем миксером. У нас получился вот такой крем. Отправляем его в холодильник на 20 минут. А тем временем бисквит готов. Вынимаем его из формы и снимаем бумагу для выпечки. Разрезаем на две части. Теперь приготовим сироп для пропитки. Берем 80 мл горячей воды и 30 грамм сахара. Перемешиваем до растворения сахара. Для пропитки можно использовать молоко, карамель, сок ягод или фруктов. Примерно делим крем на 3 части. Первую часть выкладываем на корж и равномерно разравниваем. Закрываем вторым, слегка придавливая. Выкладываем еще одну треть крема, разравниваем и не забываем про бока. Оставшийся крем нам понадобится для украшения. Убираем торт в холодильник и приготовим крем для декора. Взбиваем пачку сливочного масла 180 грамм до осветления. Добавляем 100 грамм сливочного сыра и 80 мл сгущенного молока. Сгущенка нужна, чтобы немного разбавить сливочный сыр, иначе крем получается очень плотный. Взбивать крем долго не нужно, только до однородной массы. Перекладываю половину крема в кондитерский мешок с круглой насадкой. Можно использовать обычный плотный пакет, отрезав у него угол. А тренироваться лучше на отдельной тарелке. Я буду отсаживать такие башенки в шахматном порядке, поэтому можно разметить поверхность торта. Сначала расставляем башенки из белого крема.
Затем смешиваем сливочный крем с оставшейся частью шоколадного. И с помощью кондитерского мешка расставляем темные фигуры. Немного присыпаем какао. И отправляем в холодильник на пару часов. Конечно, можно сразу съесть, но после холодильника бисквит хорошо пропитается и вкус будет более насыщенный. Торт готовится просто, а выглядит празднично. Его вкус понравится всем. Бисквит воздушный, а крем нежный. Очень вкусно. Подписывайтесь на мой канал. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайки и жду ваших комментариев о том, что бы вы хотели увидеть в следующих видео. Далее вас ждет удобный пошаговый рецепт. Ставьте на паузу и вперед готовить! Ну все, всем пока!